Так, всем привет! Приветики! Сегодня делаем модельку глазки стрелка с растушевкой в двух цветах. Холодный коричневый, ну и плюс черный межресничку заводим и у прикорневой зоны роста ресниц. Так что если у кого-то есть какие-то вопросики. Века у нас достаточно сосудистая. Есть легкое покраснение, но это нормально. Так, открой глаз. Садится. Так, ну какую-то часть работы мы уже выполнили. Да, сейчас надо подкрасить еще вот эту вот часть. У нашей клиентки достаточно большие глаза, поэтому растушевку мы делаем не от зрачка, а от начала радужки, вот примерно где-то вот от этого места, и потом заводим уже в межресничную зону. Так, начинаем работать. Если есть у кого-то какие-то вопросы, можете их задавать. Работаю я 0,18 иголкой, чтобы еще сильнее не побить сосуды, чтобы это все у нас аккуратно и красиво выглядело уже в зажившем варианте. Если клиенту чувствительно, можно доставлять немножко вторичной анестезии. Я конкретно использую сустаин. Так. Обязательно важный момент на работе с глазами – это правильная натяжка кожи, чтобы иголка не проваливалась в нашу кожу, и чтобы пиксель мелкий оставался без всяких точек, чтобы это выглядело красиво. Так. Можно работать тремя цветами, можно подтеплять черный корректорами, оранжево-красным. Смотря какой эффект вы хотите. Ну, конечно, когда сосудистая века, либо куперозная, допустим, кожа, я не советую баловаться с красными корректорами. Лучше взять и основную часть работы проработать холодно-коричневым, допустим, на фиолетовой основе пигментом. Угу. Так. Можно у модели спросить, как болезненная процедура или нет? Говорит, нет. Абсолютно не больно. Абсолютно не больно. Сейчас я немножко добавлю анестезии. Единственный, да, неприятный такой момент, когда уже все-таки века у нас проработана практически полностью. Есть момент жжения, да, это так. Бывает, что у многих мастеров, допустим, не работает, им кажется, что у них не работает вторичная анестезия. Причина тому, что, допустим, у клиента пошла слеза, сустаин или любая другая вторичка, она смешалась со слезой, потеряла свою концентрацию, и, соответственно, у вас уже так не морозит. Поэтому обязательно важно следить за тем, чтобы у вас не было нигде слез и была сухая поверхность, когда вы наносите вторичную анестезию. Это очень важно, следить за этим. Если у человека постоянно слезится глаз, вы просто можете подтянуть вот так, да, и держать до того момента, пока не сотрете анестезию. Для того, чтобы минимизировать, то есть вот эти вот слезы. И потом уже палочкой, допустим, здесь снизу аккуратно подтереть, чтобы анестезия также не затекла в глаз. Такие основные моменты в работе. Угу. Обязательно вытираем в слезный канал, для того, чтобы, если, допустим, у вас начался какой-то отек, если травматично работаете, чтобы эту лимфу отсюда убирать, чтобы у человека еще сильнее не пухло. Как только начинаете в эту сторону тереть, во-первых, это неприятно клиенту, во-вторых, лимфа начинает застаиваться и еще больше отек, то есть у нас появляется. Так, сейчас один момент я поменяю иголку для того, чтобы уже в межресничном пространстве работать. Так, все. Сейчас начнем прорабатывать межресничку.
где перчатки-то не сможешь. Соскучилась я по черным перчаткам. Они как-то эстетичнее в эфирах и вообще выглядят. Не видно ничего. Тиктокер в деле. Все, ребята, я стала вести социальные сети на уровне блогерского, поэтому теперь вы будете видеть только мое лицо прекрасное на всех просторах интернета. Так что теперь никто не спасется, короче. Вам придется смотреть, даже если вы не хотите. Угу. Ну, в принципе, мне кажется, растушевки достаточно, она очень мягко заживет. И клиент всегда сможет, то есть, нанести декоративную косметику для того, ну, то есть, если там куда-то в ресторан пошел, и это так сильно не будет бросаться в глаза, допустим, в повседневной жизни. То есть, облегчать оно, естественно, будет, но я не хочу, чтобы оно там зажило, как глаза у панды, да, вот этим вот черным кружочком. Поэтому... Да, у меня был стандарт. Я еще шутить умею. Еще все впереди. Еще вся жизнь впереди, как говорится. Ну, поеду на ТНТ выступать. Вообще охереете. Еще и в телеке я буду. Отлично. Так. Значит, я иголку поменяла на 0,30. Момент. Я же анестезию не завела. Так. Я, значит... первичную анестезию, там, где кожа не разбитая, в межресничную зону, сейчас покажу. Ставлю буквально на 5 минут, чтобы у клиента не было дискомфорта. Сейчас покажу, как. Значит, вы немножко поддавливаете на веко. Вот у нас открывается, глаз закрыт. И либо зубочисткой, либо вот такой вот палочкой с ваткой. Между ресничек промазываете хорошо эту зону, там, где проходят у нас нервные окончания. То есть у клиента не будет дискомфорта, ничего никуда не затечет у нас. И вы максимально быстро сможете проработать. Ну, у меня где-то уходит, 7 минут, наверное, вот сейчас пойдет на проработку межресничной зоны. Так. Если вы хотите, вы можете чуть-чуть сверху подмазать, допустим, здесь. Но я не советую, там, где открытая кожа, уже лидокаин ставить. Все-таки это достаточно опасно. Мы его все-таки ставим там, где у нас кожа еще закрыта. Либо вы можете, допустим, иголкой немножко разбить здесь кожу и поставить сустаин. То есть... как вам больше нравится. Но я бы все-таки, конечно, сустаин межресничку не ставила бы. Так, пока держу пальцем. Значит, намажу второй глаз. Поверни немножко голову. Я фиксирую направляющие сразу, когда я нарисовала, без анестезии. Достаточно терпимо, то есть несколько секунд это занимает, но вы 100% не потеряете свой эскиз. Потом уже можете спокойно мазать анестезию вот таким способом. Не люблю, когда плывет анестезия на глазах. Там должна быть такая достаточно четкая линия. И глаза... та зона, которую мы практически на всю жизнь, да, делаем. Тут ошибок мы, к сожалению, совершить, не можем себе позволить. Вот, поэтому фиксирую я без анестезии эскиз. А что мне надо? Палочки. Даже можно и меньше, чем 5 минут. Но есть, конечно, чувствительные клиенты, которым надо там минут 5-7 эту межресничку подержать. Но обычно самое больное место это у нас вот здесь. И здесь, конечно. Тут уже более-менее терпимо.
Ладно, чуть подзаморозили, хватит. Галя говорит, ей не больно. Если Гале не больно, значит мы работаем. Чуть подзаморозили, все, можно идти работать. Так, и убираем влажным диском эту анестезию. Угу. Так. Вот так. Значит, самое главное, это в картридж не набирать очень много пигмента, чтобы у вас вот этих вот луж не было, некрасивых. Так, ага, чуть на меня поверни голову. Значит, я беру ватный диск, чуть-чуть, буквально, поджимаю веко. Вот таким вот способом. И 45 градусов иголку ставлю. И начинаю спокойно работать. Сначала я себе отмечаю ту зону, до которой я иду, чтобы она у нас ровненько зажила. Мы должны обязательно чувствовать вибрацию. Если вибрации нет, то значит игла проваливается, скорее всего, в кожу. И таким способом мы фиксируем нижнюю часть. Спокойно. Далее берем обязательно палочку. Не надо постоянно елозить по веку уже разбитому. Вот видите, то есть вот практически все и осталось. Вот немножко пигмента я сняла, вот. То есть уже видно, пигмент моментально зашел. И начинаем работать 45 градусов. Пока не закрасили одно место, не надо идти на другое, чтобы не провоцировать отек, потому что мы работаем уже в слизистой. Это просто не нужно, чтобы клиент ушел с заплывшими глазами. И проверяем. То есть это место проработали. Не на высоких скоростях. Ну вот видно, да, хорошо закрашивается эта часть у нас. Без всяких пятен. Равномерно. Кто-то хочет потемнее межресничку. Я что-то среднее беру. Угу. Терпимо тебе, нормально? Угу. Видно, да, хорошо остается. Вот это место надо еще. Вот. Межресничка, получается, это у нас хрящ, поэтому здесь немножко нужно поплотнее пигмент класть, возможно, чуть больше усилия приложить. Пальцы должны очень близко стоять между собой, то есть, ну, около сантиметра. Полглаза не надо растягивать. Так, сейчас я чуть подотру. Вот таким способом. Вот. Половинку закрашенную покажу. Глаз ты откроешь, да? Открой глаз. Вот как это начинает уже выглядеть, да? Очень симпатично. Я не советую мастерам работать на веке. То есть я советую работать только коричневыми. Пускай это будет база холодная, но это должны быть коричневые цвета. Иначе через полгода все это дело будет выглядеть как синева. Так, и начинаем дальше прорабатывать. Чем дальше мы идем в эту сторону, к слезному каналу, тем тоньше у нас должна становиться вот эта вот межресничка. Понятно, да, это часть еще, где ресницы растут
мы прокрашиваем плотно. И здесь уже мы должны заужать начать, чтобы это красиво, органично смотрелось на глазу клиента. Большими блоками тоже не нужно работать, там большой размах брать. Так. И опять поджимаем немножко веко. Вот так. И пошли красить. Я меняю положение пальцев постоянно, чтобы мне было удобно, чтобы кожа была в правильном положении натянута. Если я чувствую, что мне неудобно, я сразу меняю пальцы. Угу. Очень часто у клиентов глаза с первого раза заживают, коррекция-то минимальная нужна, где-то там цвета добавить, немножко хочется потемнее. Вот такими движениями на вылет на себя немножко приштриховываем эту зону, чтобы она у нас была потемнее, тогда это очень симпатично смотрится. То есть верхняя часть у нас должна быть светлее, серединка чуть темнее, и низ уже самый интенсивный прокрас цвета у нас идет. Угу. Потом в конце вы можете иголку поменять, опять взять, допустим, 0,18, не знаю, кто какой привык работать, я только наноиглами на глазах работаю. И, допустим, взять коричневый на желтой базе и поверху, то есть его поставить, и будет очень красиво для фотографии, при заживлении, более мягкий такой переход. Сейчас я этот уже глаз закончу, покажем вам. Я думаю, что будем заканчивать прямой эфир, просто потому что будет снимать уже некому. Достаточно сосудистое веко, но отека я не вижу. Ты видишь отек? Я не вижу. Боялась, что будет отек, но как такового отека я не вижу. Вот сейчас здесь нужно добавить интенсивность. Так, и вот так вот я выворачиваю это место. Оно должно быть тоненькое, тоненькое. Угу. Проверим, что у нас тут получается. Ага. Вот такая красота. Угу. Так, открой глазик на секундочку. Вот. Ну, я, наверное, еще чуть-чуть доведу. Начинающим мастерам я не советую. Если вы уверены в своих силах, можно доводить не до самого слезного канала, где-то 4-5 миллиметров я все-таки отступаю. Вот эту вот опасную зону, где можно сосуд пролить. Угу, так. Мне не нравится, когда вот это вот межресничный край такой обрывистый. Угу, открой. Вот так, я думаю, самое то будет. Максимально довела, сколько можно было.
Мгм. Ну и все. Можно вытирать. Так. Очень неплохо получилось. Так, сейчас я смотрю, где мне нужно доработать, какие части. Я бы подтемнила вот эту зону. Сейчас я возьму палочку, чтобы было понятно. Я бы подтемнила вот эту часть. То есть завела бы вот эту линию где-то от серединки сюда в межресничное пространство. И здесь подтемнила бы вот эту вот часть, да, чтобы она прям такая насыщенная была. В 3 стороны, то есть солнышком получается отсюда и вот сюда. Вот таким вот способом. То есть, если удобно, можно сесть, допустим, из-за головы клиента и на себя штриховать, да, чтобы там точек никаких не наставить. Кому как удобно. Кто руки там не любит выворачивать, допустим. То есть, я сажусь из-за головы клиента и солнышком начинаю штриховать на себя эту часть, чтобы ее прям хорошенько подтемнить. Там давить сильно не нужно, то есть мы пигмент наслаиваем, чтобы это красиво было. Так, и постоянно перемещаем пальцы. Так. Вот здесь видно, немножко можно добавить в этой части. Смотрю. Тоже неплохо. Так, как я завожу в межресничку? Это последний такой момент, очень важный. Значит, из серединки мне нужно попасть в ту же линию, вот где у вас была зафиксирована эта направляющая. И вы короткими движениями туда-сюда заводите полукругом межресничку на место. И чуть-чуть приштриховываете, чтобы не было видно этого перехода. Угу. Вот так. Готово. Так, чуть-чуть поверну голову. Вот так. И вот здесь немножко растушевочки добавим, чтобы более мягкое было. Более мягкий переход. Многие вот это место не могут завести. Вот это. Я говорю, здесь вы также можете из межреснички солнышком, немножко полусолнышком таким завести пигмент сюда, и тогда у вас будет такой мягкий переход из межреснички, там непонятно, да, где начинается вот эта вот растушевка, очень мягкая по заживлению. Угу. Так. Это у нас готово. Далее этап. Я быстро покажу, как я подготавливаю к фотографии такие работы. Значит, у меня вот такие вот капли. Это иридина. Если в России кто-то есть, может привезти. Это акуметил, синие капли. Значит, что я делаю? Ну, естественно, я капаю клиенту в глаз одну капельку. Далее я беру вторичную анестезию, буквально капельку. Ставлю ее на зону, где у нас растушевка. И сразу же туда, сверху я эти же капли капаю, для того, чтобы снять, во-первых, красноту, и чтобы у вас очень хорошо был виден пиксель на фотографии. И под пленку где-то на 2 минуты вы ставите. Потом вы все это убираете, еще 2-3 минуты ждете и можете фотографировать. То есть сейчас я лишнее уберу, чтобы в глаз не затекло.
как это все выглядит. Сейчас я быстренько возьму пленку, я не подготовила. Маленький кусочек пленочки отрываем. Вот так вот ставим буквально, то есть на 3 минутки. И очень красивые фотографии на линзу получаются таким способом. Тыкс. Кому интересно, сегодня выставлю в сторис, что у нас получится по контенту. Когда так снимаешь, конечно, непонятно, пиксель плохо видно. Перестала жечь? Нормально? Но все равно уже видно, виднеется, да, вот прям, когда поставишь, да, вот так вот видно. Когда поставишь вот эти вот капли именно вместе, это самый важный момент, поставить сустаин вместе с иридиной или с акуметилом, и вот тогда у вас прям действительно очень красивые фотографии будут получаться, и каждый пиксель, вот этот вот мелкий, будет видно. Сколько там времени прошло? 3 минуты прошло? Больше? Под пленкой? Ага, 3 минуты, глаз за 3 минуты я сделала такая. Так. Здравствуйте, покупайте мой новый авторский курс «Как сделать глаз за 3 минуты». Такие все заходят, заплатили по 100 евро. Такая, никак. Вот и весь секрет, да. И ты оп, и ты уже там миллионер. Там, синдром Бузовой ловишь. Так. Я могу твой телефон взять, попробовать линзу одеть, и ты покажешь, как в моем телефоне это все дело выглядит. Да? Вот, видно, такая прям вуаль появляется. Угу. Так. Открываю глаза. Ага. Класс. Ага, тяжело, да? Вот, чтобы сфотографировать, чуть-чуть можно подтянуть, да, потому что века, ну, такое все равно, да, мы его постоянно протирали, тянули, то есть кожа немножко растянулась. Для фотографии можно вот так вот чуть-чуть подтянуть, и будет очень красиво. Так, значит, сейчас я возьму телефон Марины. А какой у тебя, 12 или 13? 13? Да. Так, берем 13-й iPhone, надеваем линзу. Линза обычная с Алиэкспресса. Так. И посмотрим. Ну вот, что у нас получается. Видно, да? Можно красивые фотографии сделать. Так, чуть-чуть, буквально, закрой глаз. Угу. Вот так, чуть-чуть подтянули. Это я еще свет, да, не настраивала. Вот видно сразу, вот какая красивая фотография получается. Так, сейчас я немножко свет пониже сделаю. Так. Главное, самому вот эту вот тень не создавать еще над этой кольцевой. Так. Угу. Угу. Открывай. Видно, да? Нужно вот эту часть немножко подтянуть. Здесь вот видно. Можно видео снять. Угу, закрой. Вот этот пиксель, как видно, за счет капель. Это я тень делаю, походу. Угу. Открой. Вижу, щелкаю, нет? Ну, это примерно, да, чтобы понять. Вот так. И просто зажимаем пальчиком, значит, когда фотографию сделали. И можете снять видео. Видно, да, как белок выбелился за счет этих капель. Очень красиво получается. То есть, ну, хороший контент.
Угу, закрой сейчас. Вот видно, да, когда века натянуто, как хорошо. Угу. Так что, ребята, будем заканчивать наш прямой эфир. Всем спасибо, кто смотрел, кому. Надеюсь, вам понравилась моя работа. А я пошла делать такой же второй глаз. Думаю,